Здравствуйте, с вами Александр. Конечно, вы помните, какой замечательный, шикарный камин изготовила моя жена Светлана. Если кто не смотрел, под этим видео будет ссылочка. Вот. Ну и теперь я, не отставая от нее, сделаю камин. Единственное, конечно, отличие от нее, то, что на мой камин не потребуется ни копейки денег. Вообще не затратный для нас. Конечно, физический труд будет затрачен, что-то будет мной придумано, что-то подсказано женой, без этого никак, она у меня дизайнер. Ну, приступим. Дизайнер имеется в виду домашний. Домашний. Камин я хочу сделать из вот этого бывшего книжного шкафа. Когда-то он находился в квартире, вот здесь вот стояли книги, томик Пушкина, наверное. Дальше стоял, книжечка такая называлась «25-й съезд Компартии СССР», полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, Ахматовой, Бунина, конечно, здесь не было. После этого он состарился и уехал на дачу. На даче он стоял в сарайчике. Я его приспособил под инструменты. Здесь стояли баночки, шурупчики, лежали ключи. Но однажды в сарай зашла моя жена, посмотрела на этот шкаф книжный и сказала: получится замечательный камин. И вот теперь третья жизнь книжного шкафа. Кстати, если среди вас есть писатели, замечательный сюжет для книги старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста. 3 жизни одного шкафа книжного. Как он был книжным шкафом, как он жил на даче и теперь будет камином. И вот из этого шкафа сделаем камин. Для этого нам еще понадобится немного бруса, который остался от предыдущего камина, который делала Светлана, фанера, краска. Краски тоже немного там осталось в баночке. Плюс небольшой кусок обоев. В общем, сейчас вы все это увидите. И вы сегодня будете делать с главной помощницей. Саманта Black Eyes. Она все время с нами и помогает. И контролирует. Что нужно для того, чтобы сделать вот из такого хламья, старья, ужас, камин? Очумелые ручки. Приступаем. Ну а теперь приступим уже непосредственно к изготовлению камина. Вот все, что нам понадобится. Это все остатки. Брус от предыдущего камина, что делала Светлана. Молдинги остались, которые сочетаются, кстати, с фальш-окном зеркальным, которое будет стоять на этом камине в прихожей. Вот остаток клеющей ленты из города Волгограда. Волгоград, привет! Выпускают клеющую ленту, мы используем в нашем камине. Такую продают в магазине «Светофор», кому, Светофор, если да. нужно. И у нас оставался рулон обоев. Это в прихожей мы клеили. Вот такие обои. Кстати, камин тоже будет в прихожей стоять. Город Москва. Москва, Виктория, привет. Наш зритель нам всегда привет передает. И вам, Виктория. От нас большой привет из Твери. Так, что еще? Отвертка, уголочки Молоденький. понадобятся. Тоже, кстати, уголочки остались от предыдущего камина. То есть мы ни рубля не затратили. Ну и фанера. Тоже вот кусочки фанеры остались от камина. Мы тоже их куда-нибудь приспособим. Ну а теперь с помощью метра мы все разметим и начнем прикручивать и делать наш камин. Дальше мы делаем каркас будущего камина. Я уже уголочки прикрутил, уголочки, и теперь делаем каркас. Также на шурупчики, на саморезы прикручиваем. И все у нас получится. После того, как каркас сделаем, мы уже обошьем наш камин.
фанерой. И тоже вам покажу. Сделали мы каркас, как вы уже заметили. Все закрепили надежно, крепко, на уголки посадили. Вот. И начинаем обшивать фанерой. Фанера уже по размеру у нас подогнана. Осталось только прикрутить на саморезы. Как только прикручу, тут же вам покажу. Мой камин обретает уже очертания камина. Вот такой внутри я обшил. Вот так получается. Сверху будет полочка. Пока не знаю, что здесь будет лежать, но что-нибудь мы придумаем. Ну а теперь начинаем обклеивать обоями и самоклеющей пленкой. Как только оклеим, все вам покажу. Очень просто, легко, доступно и понятно. Столешницу я уже бумагой, клейкой облепил. Теперь разгладить ее, чтобы она ровненько легла. Уголки проклеил я другой бумагой. Смотрится не очень презентабельно, конечно, но здесь у нас будут обои под кирпичик, которые мы сейчас с вами и наклеим. Вот такая столешница у нас получилась. Измеряем. У нас уже практически половина камина готова. Обклеена. Теперь мы измеряем и вторую половину. Главное, чтобы кирпичики у нас совпали. Так, у нас не совпадает, мы переворачиваем. А вот так они у нас прям замечательно подходят. Ну и теперь мы намажем клеем и приклеим очередную полоску. Теперь заклеим внутреннюю часть камина. Как вы помните, у Светланы зеркальная была. У меня просто кирпичная стена будет. Зеркала у меня будут здесь. Ну, об этом вы увидите, естественно. Вот. А сейчас мы доклеиваем заднюю стену камина. Вот. Оклейка камина, как говорится, закончена. Приступаем к украшению. Начинаем украшать наш шикарный, замечательный камин собственного изготовления. Для этого у меня есть молдинги, которые я пущу по краям, сверху. Они уже отпилены. Плюс здесь у меня будет молдинг, который я буду сажать на горячий пистолет. Он сейчас разогревается. И то же самое с этой стороны. Верхний и боковой молдинг. А потом подумаем, где еще украсить. И вам, естественно, покажем. Завершил я приклеивание молдингов. Мне, конечно, помогала Саманта. Без нее бы я не справился. Теперь украсим топку. Доделаем там низ. Ну и кое-какие здесь подделать, подклеить. Но все это вы увидите. Вот такой камин у нас получился. Посмотрите. Хочу напомнить, что это все получилось у нас бесплатно. Ни копейки я сюда не вкладывал. Все это из материала, который у нас уже был. Оставался полка. Сами видели, в каком состоянии она была, книжная полка. Самоклеющая пленка, это от мастер-класса у Светланы оставалась. Молдинги, видите, кусочки молдингов, это с предыдущего камина. Обои, это мы делали ремонт в прихожей, остатки обоев, кусочки. Кстати, камин будет под цвет обоев, но не совпадать. Там кое-какая разница, увидите, когда
Мы вам покажем, где он будет у нас стоять. Зеркало. Это остатки битой зеркала. Также от камина, который делала Светлана. Посадил их на горячий клей и затирочкой прошелся. Такая полочка у нас получилась. Здесь что-то у нас приспособим будут стоять. Или дрова сюда будем складывать. Но это уже когда будем украшать. Следующее видео в ближайшее время выйдет, где будет показано, в каком месте он у нас находится, этот камин. И будем украшать к Новому году. Это будет отдельное видео. Сразу хочу сказать, что я не претендую на лучший камин в соревновании вместе со Светланой. Я осознаю, что тот камин, который изготовила Светлана, он лучше, шикарней. Но мой камин будет стоять в прихожей, а ее камин в гостиной. Это большая разница. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, задавайте вопросы. Обязательно ответим. Мы практически на 100% вопросов отвечаем. Пока-пока. С вами был Александр.